Всем доброй ночи, дорогие друзья. Перед вами 12 свечей. И призывать мы будем 12 духов. Но не просто духов, а через этих духов огненную силу. Почему я дарю вам различные ритуалы? Потому что у людей, повторяюсь, энергетика разная. Кому-то помогает ритуалы с водой. Мне, например, очень помогает, потому что я водолей. Но еще огненная сила помогает. Кому-то помогает ритуалы с землей. Кому-то помогают ритуалы на дым. У него больше воздушная энергия. Кому-то помогают ритуалы с огнем. Вот испробовал человек, например, у меня есть такое пламя воплощения. Возьмите очень интересный ритуал на основе очень древних таких знаний и слов-ключей. И вот это пламя воплощения, кто-то может, например, сказать, что наоборот, что-то плохое, что-то черное сжигается огнем, уничтожается, да, нейтрализуется. Но я могу противопоставить, например, другое. Через огонь усиливается, например, рунная сила. Рунная магия очень популярна именно через огонь. Активизируем руны, например, через огонь. Ну, вам это знать незачем. К рунам вообще относитесь очень серьезно, не трогайте их, не понимая. Потом, огонь может убрать, сожрать, сжечь все препятствия на пути у человека. Это у меня Пуся храпит. Одним словом, работа со стихиями очень интересно построена. На что нацелишься, собственно говоря, то и получишь. Итак, о 12 духах мы уже говорили в нескольких ритуалах, призывали. Я вам объясняла, что это издревле чаще всего вызываемые духи, и поэтому они привыкли к человеческой энергии за тысячелетия и приходят, помогают. И с помощью этих 12 духов можно усиливать различные ритуалы. Не все, конечно, но в основном ритуалы связаны со стихией, больше они любят. В частности, с огнем. Дорогие друзья, призыв огня, призыв огненной силы мы сейчас осуществим для того, чтобы с помощью огня убрать препятствия с наших дорог. Я еще раз повторяюсь, что те ритуалы, которые я даю, если у человека нет таких серьезных вещей, да, и препятствий, вот эти чистки и прочее, они очень хорошо могут помочь человеку идти вперед. Если у человека что-то серьезное, они могут на время отсрочить это и дать вам время собраться и материально, и морально, и как бы, знаете, практика и помочь себе в этом вопросе. В любом случае, все эти чистки очень здорово помогают и убирают препятствия. Вот у вас есть препятствия какие-то на пути, и вы никак не можете эти препятствия преодолеть. Вот вам помощь огненная сила. 12 восковых свечей. Посредине свеча фиолетовая либо красная. И напишите на нем маркером, например, или можно чем-то другим, что выделяется, показывает ваше имя. Внизу пишите и наверху. Эта свеча должна догореть вместе со всеми этими маленькими свечечками, но в отличие от этих маленьких свечей, дорогие друзья, большая свеча, естественно, горит долго, но эта свеча должна догореть в любом случае. Поэтому рассчитайте время, сделайте, например, вечером, чтобы за ночь эта свеча догорела. И, естественно, постарайтесь, чтобы она была в таком месте, чтобы вдруг ничего не случилось. Потому что огненная стихия, призыв огненной стихии, он очень серьезный. Этот ритуал вам поможет убрать все препятствия со своего пути. После того, как вы 12 раз прочитали,
Я прочитаю один раз, естественно, потому что у меня не хватит времени столько читать. Все это догорает. На следующий день берете 12 монет одного достоинства. Эти огарки свечей выносите, оставляете на перекрестке. Сделайте это вечером, если нет людей. Сделайте это днем, сделайте это на перекрестке, где у вас там народу меньше. Но это нужно оставлять на перекрестке, поскольку вы открываете свои дороги. Открывайте свои дороги с помощью огня, убирая препятствия. Это даже не убирать, а чистить дороги. Это скорее открыть дороги с помощью огня, огненной силой. И, естественно, 12 духами. Итак, все это сделали. И начинаем. Я зажигаю 12 лампад. Я открываю 12 перекрестков. Я призываю 12 духов. Через силу огня, через ритуальный костер призываю я вас, заклинаю я вас. Анаэль, Габиэль, Сабул, Черет, Хат, Аванабил, Саидис, Лукабис, Каин, Табасис, Берген, Фатаха. Через костер ритуальный, через огонь, через века вспыхнет огненная река, сожжет, сметет и уберет препятствия с моих дорог, откроет мне дороги все и даст приблизиться к мечте. О сила огня, я призываю тебя, огненная сила, усилься через духов и на помощь приди. От препятствий, от врагов, от зависти, от злых оков меня освободи. Сожги, сожри и уничтожь все чары злые на моем пути. Освободи мою мечту, заклинаю, освободи. К мечте моей меня веди, очищая, убирая злые чары, что столько лет мне мешали, идти вперед не давали, чтобы пламени языки, нечисть и зло все сожрали, мне дорогу очищали, возможности открывали. Силой огня призываю, духи древние взирают, в моем деле помогают. Мою мечту приближают Анаэль, Габиэль, Сабул, Черетхат, Абанабил, Саидис, Лукабис, Каин, Табасис, Берген, Фатаха. Через силу огня исполните сказанное, заклинаю. Дорогие друзья, этот ритуал вам поможет, например, получить должность, которую вам обещают и никак не получается. Этот ритуал вам поможет получить, например, может быть, вы хотите крупный кредит и что-то начать и так далее. Этот ритуал убирает, сжигает препятствия на пути, какие бы они ни были. И через некоторое время то, что вы хотели, оно получается. Через огненную стихию, огненную силу. Если у вас, тем более с огнем, дружба, мягко выражаясь, если вы уже пробовали огненные работы, и они вам больше помогают, смело пробуйте. Кстати говоря, те, которые помогают, например, мои цыганские ритуалы, румынские, значит, ритуалы кочевников и так далее, вот им тоже подходит огненная сила, поскольку эти народы ближе вот к огненным этим стихиям, сами знаете, да, костры и прочее, прочее. Используйте во благо.